Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами будем делать обзор второй части Милдред Пейн, оракул Милдред Пейн, знаменитого художника Патрика Валенса. Вообще я очень люблю этого художника, у меня есть карты Девиан Мун, на которых я постоянно делаю вам расклады, да, это темненькие карты Безумная Луна, есть карты Триумф Фиде Луна, это красненькие карты, и вот сегодня мы с вами разбираем оракул, это темный оракул, на котором мы обычно гадаем и делаем расклады на порчи, на негативные программы, которые сделаны на человека, да, ну и просто на бытовые какие-то вещи, вопросы насущные, которые нас волнуют. Но в частности у нас конкретно касается негативных каких-то программ, и если есть какие-то порчи с глаза, мы проверяем именно на оракуле Милдред Пейн. Я сегодня делаю этот обзор для тарологов, для тех, кто любит работать с этим оракулом, и для тех людей, кому просто интересны карты Таро, и кому не все равно на творчество Патрика Валенса. Что это за оракул такой Милдред Пейн, вы можете ознакомиться в первой части. Здесь вот слева либо справа будет окошечко, куда вы можете перейти к первой части этого видео, чтобы ознакомиться поподробнее. Я расскажу там, что это за оракул, почему он был создан и назван в честь Милдред Пейн, кто такая вообще эта Милдред Пейн, да? Он такой вот необычный, выглядит он как старая газета, черно-желтые тона, очень интересный, застаренный такой оракул. Мы начинаем с вами сегодня с 11-й карты. Почему? Потому что мы разбирали 10 в прошлом видео. Если не смотрели совсем, пожалуйста, посмотрите, очень интересно. 11-я карта у нас называется скрытая, сокрытая или разоблачение. Что мы с вами видим на карте? Мы видим несколько скелетов, гробовщиков, по всей видимости, да, ну или тех самых скелетов, которые убили девушку, которую, собственно, они несут на кладбище. Несут они ее в гробу, гроб перевернулся, крышка открылась, и девушка выпала из этого гроба. Что означает то, что они как-то разоблачили себя, если скелеты являются убийцами, да, либо они просто уронили девушку, ну нечаянно, так бывает. Что вообще обозначает эта карта, когда мы с вами гадаем и смотрим на ситуацию? Карта говорит о том, что все тайное становится явным рано или поздно. И пришло время вытаскивать скелеты из своего шкафа. И ситуация по этой карте говорит о том, что вам придется рассказать правду, хотите вы того или нет. Либо вы сами узнаете какую-то страшную тайну, какую-то правду, которую вам не говорили, о которой молчали. Карта может говорить в прямом смысле этого слова о смерти по неосторожности, либо о насильственной смерти, либо о суициде молодого человека, либо девушки. 12-я карта. Как называется 12-я карта? Карта называется «Исцеление». Мы с вами видим о том, что некая ведьма, белый маг, потому что она добрая, да, у нас на карте белый маг пытается исцелить мальчика, и у нее это получается с помощью каких-то зелий, либо какой-то волшебной палочки. На карте мы видим кота, который сидит на мальчике, да, кот это вообще в поверьях предвестник скорой смерти, да, но женщина исцеляет мальчика, и из него выходит плохой какой-то дух. То есть это либо порча была, либо какой-то сглаз, либо просто какая-то болезнь. Родственники сзади волнуются, это либо мама с братишкой, да, ну и, собственно, все заканчивается удачно. Исцеление. В прямом смысле этого слова карта может говорить об исцелении от коварной тяжелой болезни, о периоде ремиссии, либо избавления от порчи. Если мы рассматриваем карту метафорично, это исцеление от страхов, что внутри нас, избавление от людей, которые травили нам жизнь. То есть, может быть, даже такое. Не только исцеление от болезней, но и избавление от каких-то людей, сущностей внутри нас, либо какого-то вот скверного характера внутри нас. Мы ходим к психологу, к психотерапевту, либо мы ходим к обычному врачу, это либо онкология какая-то, да, либо психологического рода заболевания, от которого мы избавляемся по 12-й карте, если рядом лежат хорошие карты. Если рядом лежат негативные карты, эта карта может обозначать негативный ключ, либо просто период ремиссии, после которого следует рецидив.
13-я карта называется «Атака или нападение». Мы видим черного кота на карте, который нападает на белую ворону. Она плашмя лежит, либо она уже умерла, да, повержена, либо она просто боится и притворилась мертвой. А кот, такое ощущение, как будто бы насмехается и издевается над своей жертвой. О чем говорит эта карта? Карта говорит о скрытых врагах, о том, что темное гораздо ближе, чем нам кажется, и может даже удар случиться неожиданно от тех людей, от которых мы не ожидаем в самый неподходящий момент. Если карта выпадает на личность, говорит о сложных людях, после встречи с которыми хочется очиститься, умыться. Карта может говорить о том, что о каких-то несчастных случаях может говорить, да, связанных с нападениями, возможно, на вас напали или случилось ДТП. Будьте аккуратны на дороге, даже если вы просто пешеход, если вы не водитель, если вы без машины, просто аккуратнее переходите дорогу. Карта также может говорить о ДТП, когда водитель сбивает обычного пешехода. 14-я карта – это приготовление зелья. Карта говорит о том, что на человека наведен заговор, порча или негативная программа. В более бытовом смысле этого слова это значение говорит, что против одного человека совершился буллинг, нападение в школе на ребенка, на подростка, да, случился буллинг в школе, либо на работе коллеги против одного человека, да, выступают. Также карта может указывать на отравление пищевого характера. Это также может говорить о том, что человек отравился какой-то несвежей едой. 15-я карта Бафомет, в прямом смысле этого слова, это дьявол, да. Карта 15-го старшего аркана не меняет своего значения. В классическом понимании Таро или оракулов это карта хаоса, карта какого-то смятения, войны, стихийных бедствий, наводнений, указывает на людей, погрязших в собственных иллюзиях или грехах. Ну, то, что дьявол правит миром, то, что Бафомет правит их душами, да, и то, что они свои души либо продали, либо это продажа своей души темным силам, да, отданная душа в служение темным силам, так скажем. Не существует продажи души как таковой, душа бывает отдана в служение темным силам. Либо это реальный договор с темными силами, либо это просто какое-то стихийное бедствие, либо человек действительно погряз в своих собственных грехах и не знает, как от них избавиться, хотя все прекрасно понимает. 16-я карта называется «Наказание». Карта говорит о том, что зло наказано и враг повержен. Хорошая карта, на самом деле, для клиента, на которого вы гадаете, для клиента, на которого вы гадаете, да, олицетворяет начало выхода из путов врагов, абьюзеров и агрессоров в жизни. 17-я карта называется «Жадность» или «Притягивание каната на себя». Говорит она о черной зависти, в основном касается это женщин, которые не могут забеременеть и смотрят на других мам со злостью. Из-за этого карта глубокой потери, глубокой личной драмы, возможно, выкидыша, либо когда женщина борется со смертельным заболеванием своего ребенка. 18-я карта называется «Город». И в хорошем светлом значении, со светлыми картами рядом, и в прямом положении карта обозначает гармонию в доме, на земле и в стране. В перевернутом значении, если карта выходит вот таким вот образом, либо рядом с негативными картами, карта говорит напрямую о противоположных вещах. Это хаос, нападение и захват страны, города, пожары и наводнения, которые вредят всему городу либо всей стране. 19-я карта Вестник, но здесь все очень просто и быстро. Это плохая либо хорошая весть в зависимости от карт, которые легли рядом. Либо если карта перевернута, это в любом случае обозначает плохую весть. Если карта вот в таком вот прямом положении находится, значит весть, возможно, хорошая, если рядом лежат положительные карты. И, наконец, 20-я карта, на сегодня это последняя карта, называется «На корабле». Кто-то пытается ворваться в вашу жизнь, некие незваные гости. Это может быть человек, либо болезнь, то, чего вы никак не ожидаете. Что-то в негативном ключе. А что нужно смотреть по картам, выпавшим рядом? Ну, а мы с вами продолжим с 21 по 31 карту в следующий раз. Следующий раз у нас будет, думаю, что, скорее всего, на следующей неделе. Это будет третья часть этого видео. Перед тем, как мы с вами закончим, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.
Ссылки на мои социальные сети в описании. Также у меня появился телеграм-чат, где мы с вами можем общаться, где вы можете просвещать меня, может быть, какими-то темами, которые я не знаю, и предлагать темы для раскладов, чтобы я делала расклады на своем канале, на своем YouTube-канале. Также очень рекомендую подписаться на канал Boosty, на мой закрытый канал, ссылка тоже будет в описании. Заходите, там уже есть 2 видео, которые вы точно не увидите на YouTube. Это видео про Владимира Владимировича Путина и про Юрия Шатунова. Тайны смерти Юрия Шатунова и тайны Владимира Путина. Заходите, не пожалеете. Жду ваши комментарии, вопросы к этому видео. Также еще раз прошу поставить лайк и подписаться на канал, если не успели это сделать. Всего вам доброго, и я вас очень люблю.